Для того, чтобы окрасить пайетки, нам понадобится с вами акриловая краска для ткани. Я использовала 3 оттенка краски. Один у меня был темно-синий, голубой с перламутром и бежевый. Мы берем обычные пайетки. Обязательно постелите пленочку под низ, чтобы потом легко можно было снять пайетку с пленки. И начинаем просто спонжиком окрашивать. Я делала небольшой градиент, чуть-чуть добавляла бежевой краски. То есть такой плавный переход от светлого к более темному. То есть здесь можно делать абсолютно так, как вам хочется. Те цвета использовать, которые вам хочется. Здесь вообще нет никаких абсолютно ограничений. Можно экспериментировать с тем, как будет нанесена краска. Вот сейчас я вам показываю, как просто я промакиваю по пайетке спонжиком. Можно делать какие-то такие штрихи, да, линии. Тогда совсем по-другому краска ложится и совсем другой визуальный эффект будет. Поэтому здесь можно экспериментировать, вас ничто не ограничивает в том, чтобы пробовать разные абсолютно варианты. Также не имеет значения цвет самой пайетки, которую вы берете, все равно все закрашивается, поэтому вы можете взять любые, которые вы сможете приобрести. Даже те же китайские пайетки, они вам тоже подойдут. Не обязательно брать какие-то дорогие пайетки, вы все равно все закрасите. И, конечно, большой плюс, что мы можем создать любой цвет, любую фактуру, то есть все, что нам захочется, все, что мы увидим, да, в своем воображении. Вот я взяла, например, кисточку, и вы можете увидеть, как совсем другой рисунок получается. То есть экспериментируйте, добавляйте разного цвета краски, перемешивайте, как вам захочется. Следующий, например, я попробую сделать таким рисунком. Просто в центре будет точка, да, где все линии будут пересекаться, и будут такие штрихи. Тоже можно продумывать, как потом это будет у вас в работе, да, выглядеть, то есть как вы это все выложите. Здесь я показываю вам для примера. В этой работе я эти пайетки, прорисованные линиями, я их не использовала. Но просто здесь я вам как пример показываю, что вы можете вообще какой-то рисунок рисовать, какой-то орнамент рисовать. То есть просто что мне хочется, чтобы вы поняли, что здесь все зависит от того, как вы проявите свою фантазию, насколько вы захотите поиграть этими красками, с самими линиями, что вам захочется внедрить. Далее у меня есть еще вот такие кольца тоже. Я их с переходом окрашиваю. Где-то будет край темнее, а где-то будет край светлее. И такой получается градиент.
Конечно, сейчас оно получается все смазано, но потом, когда уже все снимается с пленки, то получается очень даже интересно. Просто такие пайетки, в принципе, мы нигде даже не найдем. Они везде продаются практически одинаковые, и найти их а, сложно. А что касается стирки таких изделий, ну давайте вспомним, что вообще не все изделия от кутюр могут стираться в принципе. Вот, но так как мы будем потом покрывать это все еще акриловым лаком, то поверьте, они довольно-таки износостойкие. Получается, у нас верхний слой а, пайетки покрывается пленочкой. Сначала, да, мы создаем пленку из краски, а потом еще сверху фиксируем это все лаком. И поэтому покрытие довольно-таки неплохо держится. Вот, если клиент, например, не будет это изделие тереть, то с ними ничего не произойдет. То есть деликатное просто полоскание, там стирка, и с вещью ничего не происходит. И я показываю еще один пример рисунка, который мне тоже пришел в голову, что мы выделяем центр, да, и от центра делаем такие лучики. Тоже такой рисунок может быть использован. И я еще прокрашиваю маленькие пайетки. Здесь у меня размер пайеток 8 миллиметров. Вы можете окрасить и 4 миллиметра пайетку. То есть любой размер пайетки может быть у нас окрашен. Точно так же. Пока высыхают пайетки, можно сделать тест окрашивания органзы. Я сделала два таких теста. И нам потом эти тестовые образцы, они нам пригодятся на перышки, которые мы будем рисовать. Значит, на запяленной ткани уже выделяем ту область, где мы будем располагать вышивку. Можно взять формат А5. И сначала нам нужно смочить ткань водой для того, чтобы краска хорошо растекалась у вас по ткани. Там, где ткань будет сухая, туда краска затекать не будет. Там, где ткань влажная, там она будет хорошо растекаться у вас. Хочу заметить, что разные ткани себя по-разному ведут, поэтому мы делаем тест. И начинаем наносить краску. То есть видно, как она совсем по-разному, да, растекается. Мы ее постепенно будем сейчас выравнивать и смешивать еще с другими цветами. Теперь я добавляю голубую краску. И можно увидеть, как сверху я пустила синий, да, а снизу я больше пускаю голубого цвета. Тоже создаю такой градиент небольшой на ткани. То есть сверху будет у меня идти более синяя ткань. И снизу уже более светлая, голубая. Также я еще потом добавлю бежевую. Немного осветлить. И сверху я еще добавляю синюю. То есть
Опять же, мы смотрим, да, чего нам хочется. Вы вообще можете сделать абсолютно однотонный фон, не делать никаких градиентов. То есть это просто мое желание сделать такой переход. Вы можете вообще все залить одним цветом по желанию, как вам захочется. И снизу я еще немного добавляю бежевого, чтобы сделать светлее переход снизу. И мы переходим к последнему этапу, это покрытие лаком. У меня лак Art Deco. Я вам все это подробно сфотографирую, те материалы, которые я использовала. И мы сейчас будем покрывать пайетку. Вот у меня пайетка покрытая лаком. Видно, да, что она совсем по-другому уже смотрится. И пайетка, которая еще не покрыта лаком, она более матовая. Конечно, камера так не передает, но даже если ее по ощущениям в руках держать, то она отличается. Ну вот видно, что она больше блестит, переливается. Вот и теперь нужно просто все эти пайетки покрыть лаком. Смачиваем спонжик и аккуратненько, тонким слоем, не надо очень толстый слой наносить на пайетки. Тонкого слоя будет достаточно, чтобы все у вас закрепилось. Дать потом просохнуть нужно. И когда все просыхает, будем уже снимать с пленочки все пайетки. Вы можете работать в перчатках, потому что руки немного все равно вымазываются в краску. Ну, в принципе, потом все и отмывается, но по желанию. И теперь давайте вот я покажу, как я все снимаю. И потом нам нужно край как бы запечатать в пайетке. Вот мы снимаем и запечатываем, проверяем краешек, чтобы не было вздернутого края. То есть все нужно прижать. Вот здесь хорошо видно, да, что такая пленочка. И вот эту пленочку надо зафиксировать, закрыть край. И так мы проделываем с каждой пайеткой. Если у вас будут такие пайетки вот с дырочкой, то не забывайте закрепить еще и центр. Вот, все фиксируем. И вот так уже в итоге выглядят все пайетки, которые мы прокрасили.
Их можно по-разному выложить на работе будет. И еще для примера я вам тоже такой образец сделала, что можно смиксовать совсем контрастный какой-то цвет. Это тоже может смотреться интересно.